Привет всем! Сегодня у нас 4-й фильм про котят. И посвящен он будет нескольким моментам. Ну, вот видите, котик Вилли тащит мышь. У нас будет обучение ловле мышей. Не для слабонервных. Вот, видите, они играют. Я вам расскажу про то, как складываются их отношения. А я вам покажу про их игры и про то, как складываются отношения между Анфиской и Арчи. Там на самом деле все достаточно сложно. Плюс я вам расскажу о том, что они едят, как у них там, как у них там все. У нас уже сегодня неделя. Вот они у нас уже неделю. Я записываю этот ролик в пятницу. Итак, давайте приступаем. Они у нас на свободном выгуле. При этом мы убедились, что они не могут пройти за территорию. То есть они, естественно, предпринимали попытки. Но все укреплено достаточно хорошо. Соответственно, они занимаются исследованием территории. Вот они подошли к воде, их интересует там вода, пирс, вот эти дела. Лебединой тропой он пошел к озеру. Лови его. Так, он подошел к воде совсем, да? Ну что, поплывешь, дорогой? Да, водичка тут, да. Так, он под пирс пошел. Эй. Там далеко не уйдешь. Натуралист, исследователь. Вот, смотрите, пирс. Как вода поднялась. Вот, перила уже сантиметров 30 точно под водой. А должно быть 3 сантиметра над поверхностью воды. Нижняя точка. Ну, то есть воды прибыло очень много. Так, ты в лодку, надеюсь, не будешь прыгать? Нет, он не такой. Вот она такая. Из лодки, кстати, воду повычерпать надо. Да. 5 сиденья промокли все. Надо какие-то чехлы на них купить, наверное. Ну, они за 2 дня высыхают. Сейчас жара будет, высохнуть. Надо просто этот тент натянуть. Я не поставил тент. Было 4 дня дождей. Но ничего страшного, лодка не утонет. Вот смотрите, это доска справа. Я катаюсь на доске, увлекаюсь серфингом. Они с электромотором, одна, другая с веслом, саббординг. А на канале есть видео про это мое увлечение. Так что, если интересует, пожалуйста, ссылку я потом дам. Ну, это такое красиво и интересно. Вот, котики тоже интересуются. Вот так, в камеру. Сейчас у нас предстоит охота. Вот кот Вилли там у тростника охотится. И он поймал. Вот видите, тащит. Вот, у него в зубах мышь. И он идет, гордо поднятая голова, идет к котятам. Дальше будет некоторая сцена, которую, если вы слабонервный, можете сделать, так сказать, перемотку секунд на 15 или просто закрыть глаза. Вот он принес к котятам, показывает. Мы не знали, что он будет делать. Думаю, может, им даст понюхать. Но Вилли не стал, так сказать, долго рассусоливать. Просто взял ее и съел. Это уже 2-я мышь за сегодня. Вилечка ничего умнее не придумал, как на глазах у котят ее съесть. Какой молодец. Все, нету никакой мыши. Сидит, облизывается. Вот тебе и вся наука. Он ждал, дождался в итоге. Ух ты! Ну, это у нас была игра. Так они играют. Котик как бы так напрыгивает, даже пытается побежать. Все, пошел домой.
горошками заесть. Да, заполировать мышу. Мастер-класс Вилечкин был хоть куда. Ну, если бы там мышь была слишком маленькая. Ну ты смотри, Арчи даже не смеет вообще притронуться. Хотя она не... Даже не трогает, да, потому что она вообще... Не, она в последнее время на него не рычала. Просто помню, А он говорит, ну играй сама со своей игрушкой. он понял, что раньше нельзя было, сейчас тоже. Да, он вообще не хочет. Вот так мы плавно подошли к отношениям между Анфисой и Арчи. Оказалось, что Анфиса это такая деспотка-тиранка, а Арчи он валенок. То есть она ему запрещает вообще все. Вот игрушкой ему нельзя играться. А вот там будет куст, сцена у куста. Вот под кустом этим ему тоже нельзя сидеть. А ему поставили коробочку. Картонную коробку дома поставили, потому что, так сказать, она спала, она его прогоняла с кресла, а ему поставили коробку, он там один раз поспал. После этого, естественно, она заняла коробку, и когда он мимо проходит, она на него рычит. Вот видите, под этим кустом ему было запрещено. И вот он здесь наконец-то добрался. Ирина говорит, она стала на путь исправления. Ну, скорее всего, просто она была чем-то занята, и ей было не до наведения порядка. Вот так, то есть сестричка такая, которая брата держит, ну, буквально в черном теле. Вот, а Арчик, он очень такой ласковый, он норовит на ручки забраться, вот он со всеми в хороших отношениях, он с Вилли в хороших отношениях, он ложится обязательно вот на колени, он плачет, требует, чтобы Ирина шла в кровать, ложилась, и он рядом ляжет. Вот поутру он хочет полежать, а вот он просто устраивает концерт, начинает громко-громко требовать, вот, и она понимает, чего он хочет. То есть надо пойти, лечь с ним, ну, буквально, там сказать, 5 минуток, он заснет, после этого можно уходить. Вот. Но, конечно, Анфиска оторва абсолютная. Вот. При этом она его, вот когда они рядом лежат, она иногда, так сказать, рядом с ним ложится, начинает его вылизывать, начинает, так сказать, заботиться о нем. Ну, вот такие у них трудные отношения. Ну, посмотрим. Но это видно было сразу, что Анфиска, она гораздо пошустрее, такая поэнергичнее, и у нее характер. А Арчи, он такой мягкий котик. Ну, Арчи больше напоминает нам Вилечку. Ну, еще один Вилечка. Ладно, посмотрим, как это будет со временем развиваться. Значит, у Вилли с ними абсолютный консенсус. Все, то есть у них нету больше никаких рычаний, он их больше не бьет лапой. Мало того, наоборот, ему хочется с ними играть. То есть он периодически, он за ними наблюдает. Мы, например, поутру их выпускаем, Вилли обязательно садится и смотрит за ними. Ну, он вообще наблюдатель, ему нравится вот такое. Вот. А тут у него как бы вот есть такие подшефные котята. Он может долго сидеть, наблюдать за ними, потом попытается поиграть, побежать там. Они от него шарахаются, когда он начинает бежать. Вот. Ну, какая-то игра, элемент игры у них получается. Но в целом Арчи вообще, он его, так сказать, подходит, трется от Вилечку. Арчи ел с Вилли, мы как-то вот один момент застали, из одной миски. И одновременно. То есть они вместе, вот две головы в одной миске. Ну, это означает, что у них абсолютное такое понимание. Хотя отношения с Вилли первое пыталась наладить Анфиска. И Анфиска продолжает как бы вот Вилечке оказывать такие знаки, пытается как-то с ним подружиться, но Вилли больше нашел, так сказать, общего с Арчиком. Вот. И с Арчиком у них полная такая гармония, а Анфиска, она под вопросом. Ну, именно ввиду живости ее характера. Вот. Энергии в них просто огромное количество. То есть они играют до
Мы уже не можем, их приходится заносить. В какой-то момент, ну, без надзора они не гуляют, без присмотра. И в какой-то момент просто у нас уже нет сил ими заниматься. Ну и вечером. Вечером, когда начинает темнеть, естественно, мы их заносим, чтобы без присмотра они пока не гуляли. Значит, что они едят? Арчику очень нравится Вилечкина консерва. Я произношу консервы. Я знаю, что консервы слово не имеет единственного числа, но в роликах про котиков имеет. Так вот, Арчику консерва нравится, котиковая. А котику нравится вообще все. То есть он пробует, уже перепробовал всех. Это паштеты детские, горошки детские. Ну, как-то так. Арчик, он не дурак поесть. Анфиска в этом отношении, она, так сказать, фигуру соблюдает. Ну, надо присматривать, чтобы кто-то не набирал лишний вес. Но пока у них, они, видите, они какие-то длинные, нескладные, похожи на белок. Вот, хвосты такие роскошные. Ну, в общем, мы как бы пока довольны. Все идет по плану. То есть мы, собственно, от них и ожидали. Ну, такие бодрые. Ну, единственное, надеемся, что все-таки между Анфиской и Арчи как-то установятся более такие, более братские и сестринские отношения. Вот смотрите, Вилли сидит и их контролирует. Вот это у него теперь постоянно. Он стал чаще бывать дома. Если раньше вот он до 4, до 5 после обеда на крыше гаража проводил, спал, сейчас час-два он уже спускается и вот присматривает за ними. Вот это у него, там у него склад, у Вилли там такие ароматные подушки, у него их целый набор, он периодически какой-нибудь достанет и начинает нюхать, обнимает ее, играет там, задними лапами дряпает. Вот. То есть я бы сказал, что жизнь у Вилли наполнилась новыми красками. Вот. И он уже вполне доволен, что у него появились вот такие напарники. Вот. Ну, то есть мы рады. Мы, в общем-то, и брали котят во многом для того, чтобы у Вилечки была компания. Просто после того, как ушла Пуша, Вилечка долго ее помнил, долго, так сказать, искал. Вот. И мы подумали, что вместе им будет веселее. Ну, вроде как так и получается. Ну, в отношении нас, естественно, так как Вилли к Ирине относится, ну, он тоже требует, чтобы рядом с ней там полежать. Вот. То есть она абсолютно приоритетный такой человек. А для них то же самое. Я сижу на кресле, у меня никого. Ирина сидит, рядом с ней оба вот эти маленькие. Я говорю, ну дай мне одного какого-нибудь хотя бы. Ну, да, они не хотят, они с ней хотят. Вот. Ну, мне иногда удается взять Арчика. Арчик не против, чтобы его носили на руках. А один раз я взял Анфиску, в итоге она стала вырываться, поцарапала мне руку. Ну, то есть Анфиска, она на руках категорически не хочет, у меня во всяком случае. Так что смотрю я с такой белой завистью вот, на тех, кого котята любят, а я не пользуюсь. А сейчас для тех, кто на канале недавно или первый раз, будет трейлер одного фильма. Мои интересы гораздо шире, чем котята и лебеди. Вот, в частности, путешествия. На канале есть серия видео про путешествия по Каринтии. Это мы с вами по высокогорной дороге едем. Ну, красивейшие места. Это национальный парк. Там водопады, такая головокружительные виражи. Ну, в общем, смотрите, картинка очень интересная. И вот таких путешествий по Каринтии у меня на канале есть, ну, определенное количество. А кроме того, у меня есть большая серия роликов про путешествия по Америке, по Соединенным Штатам. Я довольно много времени провожу в Соединенных Штатах. Это Лас-Вегас и Калифорния в основном. И, к сожалению, этот год выпал. По результатам своих поездок я делаю ролики, они есть на канале. Есть большая серия видео про
Дальний Восток. У нас было путешествие, это Япония, Южная Корея и Тайвань. Ну, тоже вот репортажи из этих стран. Там есть про животных, в частности про оленей в Японии. Ну, тоже, если интересуетесь, можно посмотреть. Кроме того, достаточно много есть поездок по Европе. И есть серия роликов, где провести зиму, ну, про разные теплые страны, про острова. Так что изучайте видео на канале, их много. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!